Всем привет, вы на канале Twin Китая. Мы продолжаем проходить Coffee Talk, второй эпизод. На чем мы остановились? На новом дне, в общем. Мы тут читали что-то, я не помню. Сторисы нет, не читали. Так, окей, Лукас, ничего не бывает без причины. Или это бред полный? Окей, интересно, как у всех дела. Рэйчел, наушники. Кимоно. Понятно. Джорджи, сонный дальнобойщик, устроил аварию на 4-й авеню. Никто не пострадал, но нанесен огромный урон имуществу. Поищите объездной путь. 2 отметки нравятся. Риона. На Леонара авеню ремонтируют дорогу. Понятно. Окей. Тут ничего нового? Тут ничего нового. О, откуда у меня появились дополнительно? Миртл, разработчица игр, коротко обо мне, игровая программистка, работаю над серией игр. Да, это мы знаем, что я люблю время для себя, о моей жизни, как я уже писала, работаю над серией игр. Подожди, это мы читали, нет? Что еще? Айт. Это мы тоже читали. У меня только у нее 3 этих, смотри. Я хочу у всех остальных, я хочу хорошо все сделать. Тут можно прочитать что-то не очень долгое. Счастье как чашка кофе. Привет, не знаю, поможет ли это, но я могу поговорить с тобой минутку. Хочу рассказать, что для меня значит счастье. Для меня и, возможно, только для меня счастье похоже на чашку кофе. От него хорошо, оно дает сил, чувствуешь, что можешь покорить мир. Но я сейчас не об этом. А о том, что в мире есть куча разных сортов кофе и, по крайней мере, столько же разных способов его приготовить. Ты меня слушаешь? Так вот, сортов кофе очень много, и я даже не о разных видах зерен и прочего. Знаешь, есть кофе, который продается в магазинах в удобных банках, и их стоит только открыть и готово. А есть немного более особенный кофе, его создают с большим вниманием. Кофе, приготовленный в кофейнях, баристы с красивыми улыбками. Есть даже еще более особенный кофе, такой можно найти только в определенных местах и при очень специфических обстоятельствах. Его можно попробовать лишь раз в жизни, хотя и хочется, чтобы он всегда был под рукой. Но жизнь устроена иначе, правда? Не все счастье длится долго, некоторые сорта счастья вновь не попробуешь. Но в этом и фишка. Нельзя убиваться из-за чашки кофе. Любимый вкус стоит вспоминать с удовольствием, в надежде когда-нибудь снова его попробовать, а может даже что-то получше. Всю жизнь ты будешь искать этот совершенный вкус кофе, но поймешь, что в мире 1000 сортов кофе, и их можно заварить 1000 разных способов. Понимаешь? Вот как я рассматриваю счастье. Но раз ты еще здесь хочешь узнать секрет, вряд ли у тебя получится найти его с первого раза, и в процессе поиска ты многое потеряешь. Но, на мой взгляд, лучший кофе в мире – лучшее возможное счастье. Мы создаем для себя сами. О, это имеет смысл. Это явно имеет смысл. Надеюсь, перебои с электричеством не сильно повлияли на машину. Она очень медленно включается. Можно, пожалуйста, нормально работать? Ну вот, как раз вовремя. А что у меня в ящике? Зажигалка, вот эта фигня, которую я не знаю, кому дать. И пропуск какой-то еще. Добро пожаловать. Давайте я вам дам вот эту фигню, давайте. Как это пропуск? От чего это? Чей-то ключ от квартиры, наверное. Без понятия чей, но вот это вот я бы дала им. Добро пожаловать. Приятно видеть, что с вами все в порядке. Привет, Вэлори. Да, мы тоже испытываем огромное облегчение. В прошлый раз было страшновато. Мы проанализировали события вчера и пришли к выводу, что они были на 31% ужасающими и на 68% отвратительными. Нам бы больше не хотелось уходить в такой спешке. Надеюсь, сегодняшний вечер будет спокойнее. Да, нам бы этого хотелось. Итак, в кафе, барах и ресторанах принято здороваться, не так ли? Поэтому добрый вечер. Добрый вечер. Даже если в действительности выражение «доброй ночи» подошло бы куда больше. Нам это кажется очень странным, что «добрый вечер» используется при приветствии, а «доброй ночи» при прощании. Предполагается ли, что вы никогда не встречаетесь по ночам? Мы. Ведь эта теория эмпирически неверна. К примеру, мы встречаемся с тобой уже второй раз, дитя Земли. И сейчас ночь, как и в прошлый раз. Наша стопроцентная выборка опровергает вышеупомянутое предположение. Подожди. Почему она говорит «дитя Земли»? Мы ж вроде как... Что я такое? Но, кроме того, сами понятия вечера и утра лишь незначительно. Аманда? Да, что такое? Кажется, Вэлори уже какое-то время хочет что-то сказать. Прошу прощения, если ошибаюсь.
Да все нормально, вы не пропустили чего-то важного. По правде говоря, даже не знаю, почему у наших приветствий есть циркальный ритм. Полагаю, земляне заложники привычки. Они привязываются к определенным способам использования языка, а зачастую не задают вопросов об истинном значении слов. Да, хорошо, что в данном случае никто не пострадал. За время пребывания на Земле я не раз становился свидетелем бездумного использования языка. Бывает, это приводит к куда более болезненному эффекту. В самом деле. Мы понимаем и согласны. И мы просим прощения за то, что перебили тебя. Ничего страшного. Общаться без связи с коллективным разумом довольно тяжело. Помимо всего прочего, мы находимся в состоянии повышенной психической возбудимости. Земля кажется нам весьма любопытной планетой. Более того, необыкновенной. И за время нашего пребывания здесь мы хотим впитать как можно больше информации. Мы считаем, что наши родичи, уже посещавшие Землю, вернулись с выводами довольно поверхностного характера. Нам не терпится собрать данные, которые продвинут науку об изучении Земли. Наше возвращение будет триумфальным. Понятно. Понятно. Разумеется, мы посвящаем себя этому делу не ради славы, но все же нас радует мысль о том, что наш труд оценят по достоинству. Так, значит, вы ученая? Да, это подходящий эквивалент того, кем мы являемся. Мы специализируемся на сборе данных, анализе плохо изученных территорий. Впечатляет. О, Сдапит. Настоящая скука по сравнению с миссией нашего родича. Сильвер — исследователь, искатель приключений. Он достоин уважения. А его миссия по поиску потенциального партнера невероятно важна. Значит, партнер все еще потенциальный. Пока никаких продвижений на этом фронте? Я бы не сказал. Интригующе. Хе-хе, что ты хочешь сказать? Ты так профессионально ко всему подходишь. Редко задаешь прямые вопросы, а как по мне, тебе хочется немного посплетничать. Сплетничать. Это как? Сплетничать значит делиться информацией о том, что происходит в жизни других. Понимаем. То есть сплетни — это данные об отдельных существах? Да, вроде того. Мы обожаем сплетничать, разве это плохо? Вовсе нет, я с радостью послушаю, что вы мне расскажете. Но давайте сначала приготовлю вам напитки. Мы должны тщательно подойти к выбору напитка. Предлагаем родичу сделать заказ первым. Сильвер, ты определился? Да, у меня есть одна идея. Ты собираешься поделиться новым интересным рецептом? Ведь ты и сам теперь бариста. Бариста? Каким образом? Ты про кафе. Да, ты говорил, что собираешься открыть кафе, помнишь? Да, кажется. Но я пока не занимался меню напитков. Тоже интригует. Клянусь, ничего не утаиваю. Просто все сложно. Давай пока начнем с напитка, а потом постараюсь тебе все объяснить. Отличный план. Тогда сегодня я бы хотел чего-нибудь простого. Помнишь первый напиток, который я заказал, когда пришел сюда несколько лет назад? Кажется, что-то с кофе. Да, кофейный напиток. Кажется, очень горький. Горький, терпкий. Да, точно. Горький, терпкий кофейный напиток. Это ты имеешь в виду что? Это что ты имеешь в виду? Кофейный напиток типа эспрессо. Горький. Терпкий — это как? Я думаю, что это эспрессо. Наверное. Я не помню, правда. Но будет эспрессо, пофигу мне. Предмет я решаю отдать ему. Я знаю, это, она... Давай. Давай посмотрим. Может, он откажется. Что это? Агент оставил, когда приходил последний раз. Что там за достижение мне дали? Что-то мастер, я не прочитала дальше. Надо же. Спасибо, Валари, большое спасибо. Ты не представляешь, как это нам пригодится. Всегда, пожалуйста, знаешь, мне показалось, ты найдешь этому хорошее применение. Даже не сомневаюсь. За последний месяц ты стал довольно изобретательным. Думаю, в какой-то степени да. Потом расскажу, что из этого выйдет. Спасибо еще раз. Правильно отдала. Сильвер, твой напиток на основе кофе, как ты и просил. Пахнет чудесно. Это он? Но это не совсем тот напиток, который... Откуда вам мне знать, что ты от меня хочешь, блин? Какой напиток? Горький, терпкий, горький. Но он горький, нет? Что не так? Почему? Горький шоколад? Нет. Горький шоколад на основе... Но он не на основе кофе вроде, нет? Я не знаю. Сладкий кофе может, но он не горький тогда, а сладкий. А что ты у меня просил? Скажи мне. Не гони, Это пипец. Это пипец. Я не знаю, что ты у меня просил. Блин, я не хочу пропускать контент из-за того, что я неправильно тебе дала кофе. Ладно. В самом деле, ничего страшного, не переживай, все равно его допью. Родич, мы хотели спросить. Как ты выбрал именно эту внешность землянина среди прочих? Согласно нашим наблюдениям, земляне бывают самыми разными. Количество комбинаций практически бесконечно. Ты воспользовался алгоритмом случайной генерации?
Нет, это вовсе не было случайностью. Даже если поначалу это не было осознанным процессом. Я выбрал эту внешность, потому что она оказалась мне близка. В период, когда я начал ходить в эту кофейню, мне было сложно понять этот мир и его правила. Но даже тогда я уже мог сказать, что мне нравится. Что казалось мне знакомым. Например, глаза Хайда, всегда видящие суть. Или одежда Галлы, обозначающая доброту и доверие. Я ненароком позаимствовал у них эти черты. Ты ими вдохновился. Да, наш вид способен на подобное, но мне пришлось отказаться от одежды в стиле Галлы. Слишком большая ответственность. Меня постоянно останавливали, чтобы спросить медицинского совета. Понимаю, как это могло бы стать проблематично. Да, но затем я открыл для себя вымышленную вселенную, в которой все события происходят меж звезд. Так что я выбрал одежду, которая подражала тому, что носили герои этой вселенной, и в какой-то момент все сошлось. Однажды утром посмотрел в зеркало, понял, что вот он я. Мой внешний вид отражал мое внутреннее состояние, и я ощутил умиротворение. Так что хоть я и выгляжу иначе, чем при нашей первой встрече, и успел много узнать об этом мире, стал чуть старше. Во многом я чувствую себя все тем же. Тем же, но другим. Да, тем же, но другим. Мы тебя понимаем. И я. Тебе кто-то звонит? О, это Лорел? Нет, это от Перл. От Мидж по-прежнему никаких новостей. Мы считаем, что она с вероятностью 84,308% от тебя отбегает. В смысле? В смысле она меня избегает? Кого меня? Почему она говорит меня? Отбегает в этом смысле, что тебе кажется, что она еще неподалеку. Но на самом деле она уже довольно далеко. Нам казалось, что мы настроились с Мидж на одну волну. Но мы ошиблись. Что пишет Перл? Что у нее намечается выходной, если я хочу встретиться. О, Сильвер, похоже, дела и правда идут хорошо. Думаю, самое время немного тебе об этом рассказать. Но сначала мы хотели бы сделать заказ. Конечно, извиняюсь. Заказывай. Да. Приносим извинения, машина сегодня работает с перебоями, мы дадим знать, как только она снова заработает. Она говорит «мы». Не знаю, мне теперь иногда закрадывается такое ощущение, что мне надо очень тщательно следить за ее словами, потому что она может сказать всякие вещи, которые могут как-то спалить что-нибудь интересное. Короче, любопытно. Земляне так мастерски владеют искусством приготовления напитков, но при этом у них вечно что-то идет не так. Это планета противоречий. Ну вот уж точно. Прошу, родич, продолжай. Да, и так. Я обратился к команде с просьбой помочь мне разобраться с онлайн-частью онлайн-знакомства, и дела идут хорошо. Как правило. Несколько небольших проблем тоже было. Земляне странные. Онлайн-знакомство как раз это подчеркивает, да. Бывает, земляне проявляют интерес, но когда их приветствую, они не отвечают. В реальной жизни обычное приветствие начало 99% разговоров. Но онлайн большую популярность имеют остроумные фразы и выражения с сексуальным подтекстом. Насчет второго я бы очень поспорила вообще-то. Однако, если первое сообщение чересчур грязное, это считается неприемлемым. Грязно? Да, потенциальные партнеры иногда обмениваются фотографиями своих грязных рогов. Так, бывает? О, да. После хотя бы короткого разговора это было бы допустимо. Если настроение подходящее, меня спросят первым, я, скорее всего, соглашусь. Рога бывают очень симпатичными. Извините, мы говорим прям буквально или не буквально? Я просто не понимаю. Но довольно странно, когда это первый шаг. И когда до этого мы не обменялись ни единым словом. Если мы говорим не буквально, я так понимаю, что это намеки такие, то, в принципе, понимаю. Вообще кринжатина полная. Иногда бывает, что земляне проявляют интерес, но прочитав шутку, которая статистически вызывает смех в 99% случаев, они присылают в ответ грустный смайлик, добавляют его в черный список. А у кого шутка вызывает смех в 99% случаев? У вас? Да. К счастью, онлайн-знакомство подчиняется закону больших чисел, а он благоприятствует настойчивости. Мы терпеливы. Аманда проводит в приложении много времени, затея начинает приносить плоды. У меня уже состоялось несколько бесед с очень приятными людьми, особенно мне нравится Перл. Мы предпочитаем Лорел. Черты ее лица более симметричны. Но что это? Мне кажется, Сильвер отдает предпочтение асимметричной землянке. Просто. У меня создалось впечатление, что она славная. Она работает директором по коммуникациям в благотворительной организации, которая помогает бездомным. Она сильно заботится о других людях. Кажется, не получает подобной заботы в ответ. Но у нее отличное чувство юмора, она любознательная, ее улыбка... Хорошо, остановись. Мы чувствуем, как у тебя кипят гормоны. Так это ты с ней собираешься на свидание? Надеюсь, оно состоится.
Ты выбрал день и время для свидания? Нет. Это касается другой темы. Прошу меня извинить. Ты куда? Он что, ушел? Ну, как команда? Вам нравится на Земле? Или нет? Нам здесь нравится. Но нам очевидны ограничения этой планеты. В каком смысле? Мы коллективный разум. Коллективный разум безграничен. Мы разделяем все мысли и желания друг друга. Нам легко устанавливать связь. Мы рождены соединенными, но земляне осторожны. Они способны испытывать сложные эмоции, но у них нет возможности с уверенностью сказать, что чувствуют другие. Из-за этого они боятся осуждения, душевной боли. Должна быть глубокая связь, достижимая для них лишь сквозь сложности и страдания. Ведь сперва они должны себя преодолеть. Ничего себе выдало. Вы бы не смогли так жить. Вы сказали, что соцсети похожи на коллективный разум. Похожи, но в измененной форме. Связь с истинным коллективным разумом невозможна без честности и прямоты, а также желания по-настоящему понимать других. Аманда, возьми себя в руки, ясно? Как думаете, вы смогли бы адаптироваться к новым условиям, как это получилось у Сильвера? Сильвер другой. Даже когда он был частью нас, мы чувствовали, что его взгляд обращен вовне. Поэтому он стал столь выдающимся исследователем. Поэтому он приложил усилия, чтобы узнать больше о нормах поведения землян. Он стремился не просто понимать, он стремился стать частью того, что вокруг. Мы не похожи на него. Поиск знаний о том, что отлично от нас, вызывает у нас удовольствие. Но получив эти знания, мы успокаиваемся. Когда мы открываем новое и возвращаемся, обладая этими знаниями, мы счастливы. Любопытно. Похоже, мы все-таки переняли некоторые земные привычки. Хорошо, что считывание данных скоро подойдет к завершению. Сильвер вот-вот сходит на свидание. Похоже на то. Аманда, нам пора. Что, опять? Мне сообщили плохие новости. Агент. Опять? Поздно. Прячься за стойкой скорее. Тихо, спокойно. А ты как? А ты нормально держишься? Добрый вечер, господин агент. One Punch Man. Приносим извинения, машина сегодня работает с перебоями. В настоящее время мы не подаем напитки. Вам прекрасно известно, что я здесь не за напитками. Мне бы не хотелось впутывать в это дело посторонних гражданских. О, вы обо мне? Извините, но вы бы не могли отложить свой визит на другой вечер. Я еще не допил напиток, на улице как будто опять дождь. Что ж, кое с чем необходимо разобраться прямо сейчас. Бариста, вы не находили именной пропуск? Именной пропуск? Нет, не припоминаю. Очень надеюсь, что вы говорите правду. Господин агент, вы вечно мне не доверяете, но при этом заходите к нам уже не в первый раз. К этому моменту вы уже должны были понять, что я не вру. Знаете, у вас чертовски хорошо получается избегать ответов на прямые вопросы, и потерять именной пропуск – большая неприятность. Когда я работал в центре доставки, нас заставляли платить целое состояние за потерю пропусков. Но это еще ерунда. На моей работе взыскание куда серьезнее, чем в центре доставки. Сочувствую. Кем вы работаете? Ищем инопланетян-нелегалов, депортируемых. Просто взял и выдал, кем он работает. Так можно было? Им можно, да? Ну, ладно. Поэтому я захожу сюда уже в который раз. Что тут? Пропуск? Или... Что? Торис, наверное. Хайд, дорогуша, я окажусь у тебя за спиной быстрее, чем ты успеешь моргнуть. К чему мне пропуск в здание? К чему это написано? К чему это? Рус Хайда, конечно. Ой, Хайд в прошлых сериях вообще капец. Это нечто. Я вот просто тупо жду, когда Хайд придет. Серьезно, он очень-очень интересный чел. Хайд очень интересен. Сильвер мне, в принципе, интересен. Ну, Гала в купу с Хайдом интересен. Кто еще? Миртл, Аквия вместе интересно мне. Лукас, возможно. Наверное, все. Остальные, ну, я не скажу, что они мне не интересны, но их истории чуть-чуть не настолько меня завораживают, так сказать. Поэтому я захожу сюда уже в который раз. Нам постоянно поступают звонки, что рядом с этой кофейней болтаются инопланетяне. Кстати говоря, юноша, замечали ли вы что-нибудь необычное? Да нет, я не так часто сюда захожу, но мне здесь всегда очень нравится. Опять кто-то. Опять сторис. Гала, зачем ты угрожаешь людям в Тамадочил? это он говорит Хайду.
Вы уверены, что поступающие вам звонки — это не часть розыгрыша? Кажется, много кто из моих сверстников так развлекается. В интернете такие ролики собирают кучу просмотров. Может и так, но я все же должен провести полноценное расследование, иначе не сносить мне головы. Не хочу расстраивать начальство. Но вы же не можете слишком долго идти по ложному следу. Наверняка начальство и так оценит ваши страдания. Страдания. Это не важно, одно и то же в принципе. Сомневаюсь, ситуация с инопланетянами не дает им покоя. Не дает покоя? Разве это такая большая проблема? Столь необычные личности нарушают общественное спокойствие. Простые люди не знают, чего от них ожидать, понимаете? Граждане тревожатся. Понятно. Хотя лично мне кажется, что инопланетяне на виду не представляют большой опасности, по крайней мере, их не так сложно заметить и поймать. А вот инопланетяне, которые пытаются выдать себя за землян, это другой разговор. Почему? Во-первых, это только вызывает путаницу, как бы они ни пытались выглядеть как земляне, они все-таки родились инопланетянами, и инопланетянами останутся. Только вот после трансформации они уже на инопланетян не похожи. Что это вообще такое, как это остановить? Вдруг земляне захотят стать похожими на инопланетян? Все бы перевернулось вверх дном. Правда? Как бы там ни было, руководство настаивает, чтобы я их выискивал. В итоге это только осложняет мою работу. Я провожу столько времени, пытаясь их найти. Жаль, что обычные инопланетяне в скафандрах такая редкость. Но вы, главное, не переживайте. Мы в Федеральном бюро оставим безопасность граждан на первое место. Это он сейчас, получается, разговаривает с двумя инопланетянами, а третья в скафандре сидит где-то за стойкой. Я правильно понимаю? Ржу. Понятно. Как именно вы их выискиваете? Да, легко. Если у меня возникает подозрение, я прошу их предъявить удостоверение личности. Дальше уже и так понятно. Ясно. Мне вот интересно, заранее извиняюсь, если вопрос неуместный. Вечно я ляпаю всякие глупости. Ничего страшного, как говорится, за спрос не бьют. Тогда скажите, что именно так отличает инопланетян? В городе живет много разных людей, у всех свой характер, своя внешность. За все мои прогулки по Сиэтлу я ни разу не встречал двух одинаковых людей. Меня это радует, скажу честно. Так что если кто-то приезжий действительно издалека, но в душе он чувствует себя землянином, действительно ли он будет отличаться от жителей города больше, чем сами они отличаются друг от друга? Или этот пришелец просто еще один вид землянина? Не менее прекрасный, чем остальные? Ржу. По большому счету, черт его знает. У меня нет времени о таком размышлять. Мне, по сути, все равно. Но закон есть закон, и моя работа следить, чтобы он соблюдался. Да, но несмотря на все, что вы сказали, мне все еще непонятно, почему закон так суров по отношению к инопланетянам. Дело вот в чем. Закон к ним не суров. Для них вовсе не предусмотрено законом. В каком смысле? На данный момент у нас есть конвенции, кодексы, касающиеся всех известных нам рас, верно? Но мы никогда не заключили пакт или любой другой договор с инопланетянами. Нет закона, даже подтверждающего их существование. О, вот это новости, но почему из этого делают проблему? Все просто. Мы не в силах контролировать их присутствие на Земле. Никто не анализировал, способны ли они потенциально ужиться с землянами. Как я уже сказал, все сложно. Насколько нам известно, они могут представлять для нас опасность. Так лучше держать их на расстоянии, по крайней мере, пока. Лучше для кого? Я просто объяснил вам ситуацию. Сам я инопланетян не опасаюсь. Мне не доставляет большого удовольствия их преследовать. Но раз уж такая у меня работа, почему бы не дослужиться до повышения? Ну да ладно, если вдруг заметите инопланетян, звоните нам. Вы кажетесь мне честным человеком, в отличие от некоторых. Я бы посоветовала этим некоторым научиться вести себя более прямолинейно, если они хотят, чтобы их бизнес удержался на рынке. Это он сейчас кому? Это он сейчас нам сделал? Это он сейчас на нас намекнул? На секундочку, это он сейчас... Это угроза? Ты чё? Черт. Аманда. Аманда! Что это было? Ёпрст, а ну-ка, подождите секундочку. Зачем ты угрожаешь людям? Хайд. Просто так. Лукас. Размышления вслух. В последнее время много чего происходит, пытаясь все это переварить. Сори, если вышло не очень. Что там у тебя было до этого? Понятно. Кофемашина, кажется, наконец перезагрузилась. Какое облегчение. Да-да. Думаю, я все же проведу обыск помещения. На всякий случай. Кот, мяу, что? Что это за черт? Если не ошибаюсь, это местный котик, он уже к нам заглядывал. Наверное, прячется от своего уличного соперника. Какой милый. Хороший котик. Вовремя. Кажется, у котика появился новый любимчик. Что это за заведение такое? С непонятными машинами, странными животными.
Похоже, у меня появились неотложные дела в другой части города. Пока что вы с вашей кофейней вне подозрений. В ваших же интересах, чтобы я больше вас не слышал. Мы постараемся, господин агент. А чё тебе не нравится? Чё он вообще приколебался? Ну, я понимаю, что Аманда зачем-то там... Сильвер, тебя трясет. Все нормально. Аманды, кажется, можно выходить. Что ж, мы считаем, что произошедшее было на 100% отвратительным. На самом деле. На 40% отвратительным, на 20% ужасающим и 38% захватывающим. Угорает. Прошу прощения, это все нервы. Мы искренне сожалеем о случившемся. Мы. Она говорит мы, но она работает здесь одна. Типа она говорит как от... Я не знаю, почему мы. В этом нет твоей вины. Но стоит ли тебе здесь задерживаться, учитывая, что агент, скорее всего, вернется? Нет. У меня получилось на время его отвлечь. Серьезно? Хотя котик появился очень кстати. Он позволил нам выиграть несколько драгоценных минут. Что ты за землянин? Мяу. Понимаем. Вы говорите по-кошачьи? Мы довольно ясно понимаем намерение этого землянина. Он ясно его выражает. Он хочет отдохнуть, побыть в одиночестве. Мне... Что-то мне не по себе. Машина снова заработала? Да, действительно. Тогда приготовьте нам напиток и Сильверу тоже. Один и тот же, пожалуйста. Главное, чтобы он был горячим, успокаивающим и... Родич, есть пожелания? Сейчас бы чего-нибудь сладкого. Не отказался бы от очень сладкого, горячего, успокаивающего напитка. Я грибашу, ты что ты хочешь от меня? Очень сладкий, горячий, успокаивающий напиток. Напиток – это не значит, что это кофе. Напиток. Может, мотыльковый горошек? Сладкий, горячий, успокаивающий. Не-не-не, это не сладкий. Может быть, синие грезы? А насколько он сладкий? Молоко, мед, сладкий? Нет, он сказал очень сладкий. Сбрось, сбрось, это не то. Но это точно шоколад, может быть, мед, молоко, может быть так. Нет, он не горячий, тоже не то. Блин, наверное... Очень сладкий, горячий, успокаивающий. Очень сладкий. Я вообще не грибу, что ты от меня хочешь. Очень сладкий. Горячий, успокаивающий. Что ты хочешь? А ну покажи мне всю историю. Тогда приготовленный напиток Сильвер один и тот же, чтобы он был горячим, успокаивающим и сладким. Я точно не сделаю правильный напиток. Я точно не сделаю правильный напиток. Очень сладкий, горячий, успокаивающий. Да ты гонишь. Это горький, да ну блин, ну слушай, я вообще не знаю, что ты от меня хочешь. Это горячий, успокаивающий, сладкий. Очень сладкий, блядь. Ну это не теплый, я не знаю. Это горький. Может быть вот так? Синий чай, корица, мед? Или синий чай и мед, корица? А что это будет? Я не хочу этот, вылей его нахрен. Синий чай.
мед. А я только что сделала синий чай, корица, мед или такой же точно? Блин. Синий чай. Еще раз можно синий чай. Корица, мед. По-моему, я делала точно такой сейчас, я не знаю. Ну, типа, я знаю, что последовательность имеет... Понятно, были это. Вот это. Очень сладкий, горячий, успокаивающий. Очень сладкий. Кто? Это же не кофе. Может быть, чай? Или шоколад? Чай, корица, мед. Да ну нет, это все не то. Были еще раз. Чай, мед, корица. Чай, мед, корица. Я просто вообще не грыбу. Я не знаю. Я вообще не знаю. Это тоже не то, это не то, это не то. Были. И у меня последняя попытка осталась, и все. Хорошо, сейчас что будет, то будет. Давай, короче, шоколад. Нет, это не теплый. Это не горячий, сбрось. Кофе. Очень сладкий. Мед. Я не знаю, правда. Это максимально. Это максимально, блядь, непонятно. Кофе, корица, мед. У меня есть такое вообще? Это пипец. Я не знаю, что ты от меня хочешь, короче говоря, блядь. Так. Я не могу это вылить. Вот ваши напитки, которые, извините, конечно, но я обосралась. Извините. Неплохо. Хотя можно было сделать послаще. Этот напиток похож на тот, который вы приготовили в прошлый раз, но получилось хорошо. Что, даже неплохо? Даже не настолько ужасно, Сильвер, я под впечатлением. Ты здорово научился сохранять спокойствие в сложных ситуациях, хотя понимаю, что ты бы предпочел вообще в них не попадать. Да, я бы однозначно хотел в них не попадать, но я все равно должен к ним привыкнуть. Почему? Агент не понял, что ты из космоса. Наверняка ты теперь в безопасности. Все куда сложнее. Помнишь, я говорил, что хочу открыть кафе? Да. Так вот, на этом-то мы и остановимся. Вот что так вот. Продолжим в следующей серии. Спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Twitch, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.